Сегодня я хочу рассказать вам о том, почему иностранным компаниям бывает трудно выйти на японский рынок. Вообще в японском обществе очень сильно развито понятие «свой», «чужой», или если посмотреть под другим углом, внутри и снаружи. Снаружи по-японски «сото», а внутри «ути». В зависимости от ситуации эти категории могут меняться. Ну, например, если японцы находятся дома в кругу семьи, то ути – это члены семьи, а все остальные будут уже сото. Для сотрудников одной компании ути – это коллеги и все, что связано с этой компанией, а представители других фирм уже будут чужаками. Для японцев как нации ути – это Япония и японцы. Разделение на внешнее и внутреннее играет важную роль в жизни японцев и уходит корнями в историческое прошлое. Представителям внешнего круга оказывают знаки внимания, демонстрируют почести, но относятся как к гостям, не позволяя пересекать установленные границы. Именно поэтому очень непросто из внешнего круга переместиться во внутренний. По этой причине иностранные компании, выходящие на японский рынок, очень часто терпят фиаско, особенно если продукт, который они предлагают, уже присутствует в Японии. Для японцев это выглядит, как будто чужак пытается войти во внутренний круг. В Японии нередки примеры, когда компании продолжают сотрудничать, несмотря на отсутствие экономической выгоды. Объясняется это тем, что они работают уже не одно поколение и давно являются представителями одного внутреннего круга, своего рода родственниками в бизнесе, которым нужно помогать, несмотря ни на что. В этом случае, если появляется новичок и предлагает лучшие условия, то это практически ничего не значит. Такой подход ставит представителей западных компаний в тупик, и справедливости ради стоит отметить, что он зачастую ведет к снижению конкурентоспособности японских компаний. Однако есть и положительная сторона у этого подхода. Япония – это страна, лидирующая по количеству старейших компаний в мире. Вот в этом видео я рассказывал о том, что из 5 старейших компаний в мире все 5 японские. И это как раз является следствием приверженности покупателей своим поставщикам. В последнее время от молодых японцев часто слышится недовольство по поводу устоявшейся системы деловых взаимоотношений. Они считают ее устаревшей и изжившей себя. Тем не менее, пока эта модель исправно работает. Какой вывод можно сделать из вышесказанного? Если у вас продукт или услуга, у которых нет явных конкурентных преимуществ, то выход на японский рынок может потребовать определенных усилий. Запасайтесь терпением, изучайте японскую культуру и будьте готовы к игре в долгую. Если же вы предлагаете что-то инновационное или оригинальное, то шансы на успех повышаются. В любом случае, лучше воспользоваться услугами местных консультантов, знакомых со спецификой японского менталитета. Но все-таки помните, что главное – это то, что дорогу осилит идущий. И, как говорят в Японии, гамбаре. Нужно поднажать, и результат появится.